Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. Мне тут в чате Телеграма написали, как использовать мантию короля, и я хочу это протестировать. Если в действительности это работает так, а я более чем уверен, что это работает именно так, то у меня есть хорошие новости для любителей каких-то экспериментальных сборок и имбалансных синергий и предметов. Так вот, в чем прикол? Кстати, по поводу этого, я сегодня в телеграм-канале написал, что ролик выйдет с задержкой, там причину я тоже озвучил, поэтому кому интересно, заходим в мой телеграм-канал, подписываемся, не стесняемся, там у нас есть чат комьюнити, и можно многого интересного для себя подчеркнуть, а также пообщаться. Телеграм закреплен в комментариях, поэтому не стесняемся, подписываемся. Также я там пишу по обновлениям игры и, соответственно, пишу, когда стримы и все такое. Так вот, я узнал, что мантию короля, точнее, ну не то, чтобы я узнал, я и думал, что это, скорее всего, так работает, но все же. Короче, если же я озвучил там вот недавно пример на охотниках, когда делал обзор патча, кто его не видел, соответственно, там у меня ролик вышел недавно, поэтому посмотрите его, кто не смотрел. Вот. Мантия короля, она же передает все активные синергии, которые у вас есть на столе, тому персонажу, который находится вне синергии, в том числе кунг-фу. И я думаю, уже многие поняли, что я хочу показать в сегодняшнем ролике. В сегодняшнем ролике я хочу попробовать просто упороться в синергию кунг-фу, упороться в синергию эльфов, хотя на самом деле, я просто буду упарываться именно в эти синергии, потому что, хочется мне так сделать. На самом деле, можно там и чернокнижников сделать, и т.д. и т.п., но я просто хочу именно показать вам эльфы плюс кунг-фу через мантию. Я буду это делать целенаправленно, буду, грубо говоря, не на победку делать, но посмотрим результат. Это моя первая игра, когда мне написали вот в чате. То есть, это сейчас я первый эксперимент провожу. Поэтому погнали, посмотрим, что из этого выйдет. Что мне для этого нужно? Мне нужен тренд, обязательно в троечку. Мне нужно 4 кунг-фу. Обязательно, чтобы, желательно, конечно, чтобы они пришли пораньше. Ну и как раз посмотрим, насколько хорошо мне упадет панда. Поэтому, ребята, смотрите, на третьем раунде ко мне пришла панда. Поэтому засекаем, отмечаем. Засекаем, отмечаем. Так, я возьму острый наруч, потому что мне этот предмет нужен будет в будущем. Ману и колечко по-любому берем, почему нет. И поставлю я Джаггера. Джаггер мне нравится, поэтому я буду через Джаггера катать. В идеале, чтобы он пришел в двойку, но даже если он не придет в двойку, как-то я сильно не расстроюсь, если честно. Вот сильно нет, а вот чуть-чуть да. Хотя на самом деле мне бы хотелось, чтобы он пришел в двойку. Тут, кстати, мне вот этот стиль Акса иногда напоминает этого Хана. Поэтому я, когда вижу такого Акса в двоечку, я думаю, ничего себе, чел Хана нашел так рано. Я даже не удивляюсь с этого. Вот честное слово, я даже не удивляюсь, если бы они даже Хана нашли на пятом раунде. Знаете почему? Потому что есть же могучая панда, обалденная панда, которая, ломает, я бы сказал, все на свете. Вам может легендарная фигура упасть с шансом 6%, если у вас есть активированная синергия на столе. Но если я правильно понимаю, то главное, чтобы была активирована синергия расы. То есть эльфы, люди, орки и тому подобное. В таком случае есть шанс, что вам выпадет какая-то раса. А если у вас все в разнобой, то я думаю, вряд ли. Поэтому, если что, поправьте меня в комментариях, если я не прав. Так вот, смотрите, на третьем раунде ко мне пришла панда, теперь... Тот, кто меня сейчас смотрит, обязательно запомните то, что я сейчас вам скажу. Во-первых, засеките, на каком раунде ко мне придет панда. Или какая-то фигура рандомная. То есть, засекаем, смотрим и наслаждаемся контентом. На самом деле, мне внешка этого Джаггера так нравится. Боже, такой кайфовый персонаж. Так я не рассказал. Мантия передает все активированные синергии в конкретную фигуру. И я думаю, многие уже поняли, что я хочу сделать. Это я хочу сделать. Я, кстати, знаете, я лустрик поставлю. Да, я, наверное, лустрик поставлю. Я буду играть через лустрик, буду через эльфов, буду через все такое играть. Кстати, сегодня аж выходит ролик с опозданием, естественно. Я думаю, тут и так понятно. Я, кстати, уровень возьму. Уровень я взял, потому что я хочу, чтобы хоть как-то уничтожали вражеские фигуры. Так вот. Ролик вышел с задержкой, в Телеграме я написал, почему, какая причина задержки ролика, поэтому, это я уже говорил в начале. Там посмотрите. Но, также, сегодня вышла новость о том, что будет обновление игры. А также понерфят немножко нежить, понерфят немножко Муэрту. Как я и говорил ранее, разработчики не играют в эту игру, поэтому нерфы они сделали,
такие себе. Муэрту, конечно, они хорошо нерфанули, тут я согласен, молодцы ребята, красавцы, но будут играть через богов, но это уже будет не та синергия, от которой, ну, прям бомбит-бомбит. Тут плюс, конечно, тут плюс. Гоблины я уже не буду пытаться сейчас как-то, ну, искать и тому подобное, поэтому я уже Мирану поставлю в двойку. Хотя на самом деле я бы мог уже поставить стол намного сильнее, но я все равно буду играть через лустрик. Почему нет? Ну, почему нет? Я надеюсь, что мне ранее кунг-фу придет, хотя... Такое. Я уже спрашивал в предыдущих 2 роликах своих, но все равно еще спрошу вас. Я сделал опрос еще в Телеграме на этот счет, но как звучит микрофон? То есть, как, ну, не захлебывается он, есть ли какие-то фоновые шумы и тому подобное. То есть, он звучит приятно или слишком громко? Чтобы я мог еще понять, как мне поднастроить микрофон. После того, как у меня в OBS сбились фильтры, у меня проблемы появились с этим микрофоном. Надеюсь, конечно, ему не ГГ пришло, потому что если ГГ пришло, у меня нет возможности его заменить. Но я покручу еще его, если надо будет. То есть от вас фидбэк. Фидбэк, как звучит мой микрофон. Все. Как бы. Вот. И на этом мы закончим. Думаю, 2, точнее 3 роликов достаточно для того, чтобы я задал свое количество вопросов на этот счет. Жалко, мне тренд не пришел заранее. Ну, конечно, кому-то лондруид приходит, кому-то болт на 28, то есть мне. Ну, кстати, этот ролик, который я сейчас снимаю, это снимаю в старом патче, потому что завтра уже выйдет ролик, скорее всего. Ну завтра тоже, наверное, со старого патча выйдет ролик, потому что, я же в будущее не могу переместиться и отснять ролик, поэтому, что ж, будет завтра тоже ролик со старого патча, но ничего страшного. Пару дней потерпеть можно будет со старыми роликами. Червячка, конечно. Кстати, червячка нерфанули вдруг ни с того, ни свет, ни заря нерфанули червячка в завтрашнем патче. Гритеры хорошо идет. Но самое главное, то, что завтра нерфят, это нежить, муэрту и кольцо 4-го тира. Вот кольцо 4-го тира, я просто жму разработчикам руку, они быстро и оперативно его нерфанули на самом деле. Я думал, они как муэрту пару месяцев будут мутузить, но нет. Здесь они решили активно понерфить, потому что, ну, наверное, план продажи коробочек на муэрту выполнен. Так что можно и понерфить и муэрту, и нежить, соответственно. Кстати, возможно, у меня будут какие-то некоторые фоновые шумы, потому что я же говорю, я микрофон настраиваю, и он абсолютно улавливает все звуки в округе, там, за домом, в доме и тому подобное. Поэтому, если что, дико извиняюсь. Так. Где мой тренд? Я хочу тренда в 2 уже. Это, знаете, разработчики нерфят то, что вот нерфить не надо. Надо конкретную фигуру нерфить, но разработчики нерфят целую синергию. Это как с трендом. Неплохой волшебник на самом деле, но хочется ли мне его? Тут, кстати, сейчас будет мобы. А вот в действительности, нужен ли мне морской волшебник? Вот нужен ли он мне? В идеале, конечно, чтобы это был не морской волшебник, а бог-волшебник. Кстати, ситуация у меня совершенно не радужная. У меня сейчас... О, колечко, отлично. Я блинк, конечно, люблю, но для моей синергии мне блинк не нужен будет. То есть мне нужны вот кольца на ману, арканцы, вот такие вот предметы мне нужны. А еще мне нужен клевер. Вот кровь из носа, мне нужен клевер. Без клевера будет немного тяжко. Поэтому клевер мне нужен обязательно, потому что он нереально бафает синергию кунг-фу. Поэтому мне он обязателен в моей синергии. То есть вообще скипать его не надо. Придет клевер, я его оставляю. Неважно, придет мне кунг-фу или нет. В самом деле, ну, я бы хотел, чтобы ко мне кунг-фу пришло именно ранее. Но, как я и говорил ранее, я хочу упороться в синергию кунг-фу. Я уже думаю, всем надоела эта фраза, поэтому я упарываюсь в синергию кунг-фу и эльфов. Я даже перестраиваться не буду. Но тут мне может игра не позволит перестроиться. Я могу откиснуть очень-очень быстро. Но будем надеяться, что это так не произойдет. Тут темпларки нету, поэтому, в принципе, мне и мартретка не нужна. Хотя, на самом... Да, мартретка мне не нужна все-таки, я ее скипну. Мне нужен тренд. Мне бы луна в идеале. Ну, там посмотрим. То есть, тренд, Мирана, Марси, талисман счетчика я возьму. Да, я возьму. Сильный предмет. Под кунг-фу тоже самое то, потому что если сработает жесткое отражение, то, естественно, что? Правильно, может сработать синергия кунг-фу.
Поэтому этот предмет мы оставляем. Так, Луна мне нужна. На самом деле, я думаю, Луна мне не нужна, лучше я Фуриона оставлю. То есть у меня будет 2 троечки в виде Трента и Фуриона, который еще и суммонит своих пеньков, а это, извините меня, некоторый юнит, который потянет время. Так, 31 монетка, 62 хп. Насколько хорошая ситуация? Ну, вообще не очень хорошая ситуация. Вот кто мне нужен? Слушай, дорогой, ну тебе там нормально, да? МК, лундруиды там всякие у вас. Ну, у вас там все в порядке. Короче, мне нужна Мирана, Тренд, Марси, АМ и 5 провидец. Вот эти фигуры я хочу. Но вместо Мирана, кстати, можно было бы взять Луну. Тоже было бы неплохо. Но я лучше возьму Мирану, потому что Мирана может закинуть свою стрелу, и чел будет АФК стоять некоторое время. Поэтому лучше, наверное, Мирана все-таки, чем Луна. Хотя, на самом деле, Луну как-то я больше уважаю, больше ее люблю, потому что она красивее. Будем оценивать по красоте. Так, неплохо мне денежки приходят. Это хорошо. 6 уровень у меня есть. В принципе, тогда можно поставить козочку. Так вот. Энчу. Погоди, мой тренд. Уже как бы 13 раунд, а трента еще нет. Но чтобы вы понимали, что чтобы начать мне ролить, мне минимум нужен 8-9 уровень. Я буду отталкиваться от того, какой у меня будет стол. Но скорее всего я буду ролить именно на 8 уровне. Шуха зачухалась. Но достаточно ли будет мне 8 уровня? Непонятно. Ну, это дефолтная нежить. То есть вот 3 человека уже на нежить играют. Это дефолтно. Ну. Тут гадалки не ходи. Пока завтрашний патч не выйдет, все будут играть через Муэрту и, соответственно, через нежить. Ну, это дефолтно, но в скором времени это поправят, поэтому будет все замечательно. У Муэрта там такое дичайшее окно будет. Там больше 6 секунд, когда первого уровня будет. По-моему, 9 секунд окно будет при первом уровне. При втором уровне это будет 8 секунд окно. А при третьем уровне 7 или 6 секунд окно. Точно не помню. Поэтому я не буду, скажем так, дезинфу вкидывать. Но точно не помню цифры. Но примерно такие. Там 6 секунд плюс окно будет. Под богами, естественно, все равно 0 секунд будет. Но боги нежить это уже будет не то. А вот даже боги-охотники будет не то. Блин, у меня плохая ситуация. 14 раунд, 44 хп, никакого улучшения адекватного у меня нету. То есть, у меня не радушная ситуация. Ой, радушная, не радостная. Все плохо. Похоже, придется в Next отправляться и потом снимать видосик. Ну, как я сказал, я хочу попробовать целенаправленно это сделать, поэтому я уже на свой рейтинг даже не смотрю. Я, в принципе, и так на циферки особо внимания не обращал, потому что это всего лишь цифра, а я ради контента играю. Я и так понимаю, что я могу неплохо играть. Не идеально, конечно, не супер киберкотлетой быть, но я хочу именно предоставлять контент. Поржать над чем-то, поинтересненько что-то такое показать. Но тоже не хочется дизморальку словить из-за того, что есть мета, которая ты просто ломает множество синергий, которые перестают работать, слово совсем. Поэтому да. Приходится терпеть, к сожалению. Я бы мог сейчас яйцо закинуть в Трента, но есть ли в этом смысл? Я хочу яйцо поберечь на кого-то другого. Но я скажу так. Если упадет мантия, либо же будет критическая ситуация, то, естественно, я возьму и яйцо закину в Трента. Но это если будет критическая ситуация. Пока что она не настолько критическая. Кстати, если же получится, и ролик этот я все-таки выложу, да, я хотя бы в топ-3 хочу зайти, чтобы просто показать вам этот эффект. Потому что тот билд, который я хочу вам показать, через Трента, Кунфу и эльфов, он такой, ну, узконаправленный, если честно быть. Поэтому в комментариях я жду добавку, как можно еще мантию короля заюзать через Кунфу и тому подобное. Если что, за Луну мне писали в чат Телеграма, поэтому, ребят, через Луну будут следующие ролики, поэтому я попробую. Возможно, охотники Луну даже сделаю, либо охотники АМ, это тоже прикольно будет. Поэтому от вас я жду комментариев, как еще можно будет применить эту мантию короля. Вот теперь это действительно... Вот, знаете, я за кунфу как-то совершенно забыл. Не знаю, или из-за того, что меня настолько сильно нежить там задизморалило, либо что-то еще. То есть, ну, даже не задизморалило, я даже не знаю, как это правильно назвать. То есть, это не дизмораль точно. Но вот... О, барабанчик. Барабанчик я хочу взять. Барабанчик это тема. Так вот, не знаю, как правильно это назвать.
Это не дизмораль точно, но все мои мысли были направлены на то, что нежить имба. Вот как это назвать, напишите в комментариях. Констатация фактов, это да, но нет. Кстати, заметьте, у меня панда стоит с 3-го раунда. Мне ничего до сих пор не упало. Вообще ничего. Чилы тут уже вдвое, как Шторм Спиритом совсем, а я такой... Пальчик и в ротик. Ладно, денег у меня хотя бы предостаточно. Мне в самом деле нравится через лустрик играть, но не всегда. Есть обоюдоострый меч насчет того, что вы играете через лустрик. Первое, это то, что если против вас есть противник, который, вот как сейчас у него 5 винстрик, а у вас 10 лустрик, вы в принципе почти одинаково идете. Но ваш стол будет намного слабее, чем он будет идти на свои винстрике. Но и при том вы отталкиваетесь от того, сколько вам восстановят эти вот эссенции хпшек. Поэтому вам эти эссенции могут восстановить как 60 хп, так и 10 хп, если у вас 10 баночек. Вот Чилу МК пришел под дверьми. А где мой МК? Ладно, МК, где мой Трент и где моя Марсия? 17-й раунд. Спасибо, рандом. Спасибо. Спасибо, рандом. Кому-то падает Шторм Спирит. Вот даже я не знаю, что полезнее. Но я думаю, Шторм Спирит намного полезнее, нежели... Ну, сколько у меня восстановит хп сейчас, секунду. 30... Вот смотрите, я использовал 10 баночек и восстановил себе 30 хп. То есть, в среднем это где-то сколько? По-моему, 3,5 хп где-то, да? Там где-то так, 3,5... Не 3,5, это не так. 3,70... Не 3,70. Короче, 4 хп. Да, 4 хп в основном. Чё? Вот это у него... Не, подожди. 3 хп. Точно. Если я восстановил 3 хп и 10 баночек... Ой-ой-ой. Вот это вот у меня мысли совершенно в иное русло полетели. Короче, я восстановил только 30 хп себе. О, Трентуха, спасибо. Так чё? Я, наверное, яйцо буду юзать сейчас. Потому что Трента-то и нету. А, понял, спасибо. 2 панды, это, конечно, прикольно. Да, наверное, яйцо сейчас юзну. Спасибо, рандом. Ясно. Ну, ребят, дефолтная ситуация. Я думаю, многие с такой встречались ситуацией. Поэтому как-то не удивлен. Короче, я только что вообще потерялся немножко в цифрах. В общем, я восстановил себе сколько? Я 3 хп в среднем восстановил за 10 баночек. В принципе, это неплохой результат. Извините меня. Смотрим на человека, который играет через винстрик. И это то, о чем я говорил. Чел сэкономил себе 99 тысяч процентов хп. А я восстановил себе только 30. Ну, такое себе. Как по мне, нужно вот эти вот эссенции бафнуть, чтобы убрать вот эту вот единичку хп. Надо сделать от 2 до 6 хп. Как по мне. Потому что играть через лустрик не всегда выгодно. Может, это, конечно, и задумка такая, что, ну, типа, страдай. Страдай и все. Может быть, это задумка такая. Но, как по мне, ну, такая себе задумка. Кстати, наверное, богов надо поставить сейчас будет. Сейчас немножечко расстановку поменяю. Что-то я заметил, что я немного не сосредоточен. Но это, скорее всего, из-за той информации, которую я написал в телегу. Скорее всего, из-за этого. Но с пандой я только что дико проорал. Мне выпал Марс. То есть кому-то падает Зевс, мне падает Марс. Там чел уже АЭМа нашел, а я не могу найти МК. И Трента я не мог найти. Спасибо. Мне нужен 9. Так. 2 предмета классных. И зимние объятия, и посох жертвы. Кстати, в следующем патче посох жертвы апают. Теперь там будет 20 стаков вместо 10 стаков. То есть там будут чилы по 1 000 000 хп. Но мне вообще кливер нужен. А могу ли я поставить... Ну, мне надо так... Не могу, наверное, поставить никак. Да, я, наверное...
Да, наверное, я сделаю как-то вот так вот, но в любом случае пока буду играть через лустрик. Мне нужно как можно больше экономить хп и играть через лустрик до сих пор. Трен в тройку это уже, ну, такая заноза в одном месте. А еще знаете, что самое главное? Чтобы не упал сейчас не только клевер, чтобы не упала мантия короля. Не упадет мне... О! Наныл. Нытье успешное. Я, кстати, в панду закину, потому что мало ли у кого-то будет меньше 50% хп, эта панда накинет свое пиво, и, соответственно, как итог будет? Это ваншот. Ой-ой-ой, 9 нежити, да? А, 8 нежити, фух. Я уже подумал 9 нежити, я думаю, вот это мне сейчас прилетит на минус 34. На его месте, если бы у него уже были 9 нежити, я бы уже в 9 нежити поставил. Благо осталось чуть-чуть потерпеть. Но я бы еще сильнее нерфанул нежити. Вот объективно я бы сильнее нерфанул нежить. Либо суммона бы нерфанул, либо что-то такое. Ну, что-то я бы с ними еще сделал. Я бы мог тролля. Я, наверное, таки сделаю. Я тролля жреца заменю. Надо было немножко раньше это сделать. И надо было заменить этого второго жреца. На орка жреца надо было заменить. Они мне все-таки неплохо шли. Я уже мог там в двоечку собрать жрецов. Но, понимаете, тут есть гритер. И как-то смысла особо нет у меня делать именно жрецов. Просто из-за того, что есть гритер. Энергия гритеров идеально контрит. Оп-оп-оп-оп. Кстати, напишите мне в комментариях, может я... А, все, я заметил. Все, я заметил. Короче, скилл Трента убирает хпшку только у одного персонажа. Не массово, как я раньше думал, а вот только у одного персонажа. О-о-о-о! Спасибо тебе, дорогой, что ты решил ко мне прийти и снизойти. Спасибо тебе, целую ноги. Я, кстати, все равно сейчас буду через лустрик, наверное, играть. Но пока что поставлю так свою синергию. Мне нужен 25 раунд, и я, наверное, на 25 раунде буду пытаться найти эту шмотку. Найду эту шмотку, моя ситуация из плохой перерастет в хорошую. И мне в любом случае, наверное, 10 нужен, да? Даже если поменяю двух, будет сколько? 3 эльфа, 4. Ну да, мне все равно нужен 10 будет. По-любому. Ой-ой-ой. Жесткая хрона была. Минус 14. Ну... Вообще Фурион мне нужен. Вообще Фурион мне нужен. Так. Я это так сейчас сделаю, расстановку. А вот тебе, кстати, неплохо произошло. Я только что хорошо пованшотал этого противника. Во-первых, палка МК отлично сработала, это первое. Второе, Марси хорошо пованшотала. Ух ты! Хо-хо-хо-хо! Вы гляньте, кто ко мне пришел. Обалдеть. Но такого я не ожидал. Ага. Не. Все. Так мне 9 уровня тогда хватает. Я, наверное, на 9 уровне пока что и останусь. В идеале, конечно, это поставить синергию богов. В идеале. Да, я, наверное, уже полностью перебилжусь. Да, наверное, так и поиграем пока что. У меня 12 хп, 40 монет. У меня есть еще 3 баночки, но за 3 баночки сколько я там хп того восстановлю? 3, 6, 9. Надо посмотреть, кстати, сколько хп я восстановлю. Аж интересно. А что это за подгон такой? Так, ну провидец это хорошо. Против Риттера, конечно, это не очень работает, но в целом провидец сам по себе хорош.
Так, ну Грангер... Что? Мне легендарная фигура на 26-м раунде в двойку пришла на 9-м уровне. У меня сегодня не день рождения. Обычно такой мне... Ну, кстати, цепочку возьму. Цепочка — это хороший предмет. У меня сегодня не день рождения, что мне так хорошо приходит. Это что за подгоны такие? Объясните. Что я могу рольнуть сейчас? Вот давайте посмотрим. Так, это... Это... И... Арканцева. Чё? Ладно, алое сердце — это не такой уж еще плохой предмет. Если объективно, то это не такой уж и плохой предмет. Я даже, кстати, сейчас предметы вот так вот перекину в Марсе, так как у нее синергия кунг-фу, а не у Трента. Я очень надеюсь, что в скором времени ко мне придет нужный предмет. Мне нужна мантия короля. Срочно нужна мантия короля. Так вот, у меня сегодня вроде не день рождения, а в итоге мне приходит провидец двоечку. Спасибо. Неожиданно и приятно. А откуда у тебя такой хп-реген? Алло, молодой. А откуда только что у Эгиды был такой хп-реген? Я что-то не понял. Ну-ка в комментариях меня там поправьте, потому что я сейчас немного в замешательстве. Я, кстати, Марси сейчас поставил именно на эту клеточку, так как у меня зимние объятия работают, если что... Ну там, на одну клеточку влево работает. Но это бессмысленно. Влево и вправо на одну клеточку. Поэтому я лучше так поставлю. Пусть... Ты что, прикалываешься? Мне лич приходит... О, АМ это надо. АМ это надо. Так, ну все, гуляй. Фурион мне не нужен. Фурион мне не нужен. И расстановку как-то так сделаю. Зевс? Не, ну Зевс мне не нужен тем более. Даже если 10-й возьму, ну вообще я вряд ли возьму 10-й. Скорее всего я здесь откисну. АМ в двойку, АМ в двойку, АМ в двойку, АМ в двойку. Пожалуйста, АМ в двойку. Ну? Я не стал дальше ролить, потому что мне денег не хватит его купить. А халявный ролл я не хочу блочить. Боже, как я обожаю АМа. Ребят, АМ это топчик. Собирайте АМа в этом патче. Идеальная фигура. Девять хп восстановил. Ну вот то, о чем я говорил. Хорошо, что я только что не потратил один ролл. Отлично. Отлично. Мне бы Марси в тройку, мне бы кунг-фу в двойку, конечно. Но не знаю, МК на самом деле такой себе персонаж сейчас, потому что его керить не буду в дальнейшем. Мне легче закерить какую-то Марси, но и тем более я хочу закерить Трента через кунг-фу. Но для этого мне нужна мантия. Надеюсь, на 30-м раунде она выпадет. Вон там чел фул звери, фул кунг-фу. На самом деле, боже, огромное спасибо своим подписчикам. Огромное спасибо моему комьюнити, которое вот мне иногда так просвещает дико. Это неожиданно. Это реально неожиданно было. Я когда осознал то, что мне написали, я был в дичайшем шоке. Можно было бы и жреца покупать, но не хочу. Да что ж такое, Ален, нос, успокойся. Пока что более-менее все, потому что ко мне придет нежить, и скорее всего я откисну. Но мне нужно один раунд пережить. Хотя у меня есть 50% уклонения, основные мои керри, они под уклонением, и без МКБ им будет намного сложнее играть против меня. А там чел уже нашел себе зипса, я понял тебя. Я тебя услышал. Возможно, мне даже нужно будет закерить не Трента, а АЭМа. Если закерить АЭМа, то в принципе неплохо будет. Ну посмотрим. Я не хочу загадывать наперед, поэтому посмотрим. Какие мне предметы нужны в Трента? Мантия и могучее кольцо. Вот эти два предмета мне нужны. Могучее кольцо. На текущий ролик могучее кольцо сломанный максимально предмет. Вот провидец. Бесполезная ты утка. Короче, ребят, против нежити не собирайте провидца. Я думаю, вы только что заметили, в чем был прикол. Эта утка взяла и подкинула в воздух Муэрту и дала ей
и дала ей время на то, чтобы чел закастил свою способность. Благо, он просто не успел ее закастить. Но это огромная ошибка. Короче, ребят, не делайте такого. Вот если у вас есть провидец, лучше скипните его, если против вас нежить. Потому что брать и подкидывать их в воздух, это просто бездарность какая-то. Это то же самое, что в Гриттера накидываешь этот ветравы. Эта Муэрта, если бы перевоплотилась, она мне могла полстола вынести. Благо, я же говорю, что у меня есть эльфа. 50% уклонения, как-никак, это, подсейвивает от тычек нескольких. Хотя там есть и охотники, поэтому... Поэтому такое. О! С рандомного сундука мне нравится этот предмет. Единственное, что мне надо скипнуть какие-то предметы. Я так не хочу этот талисман скипать. Надо рисковать. Надо рисковать, потому что уже нет времени. Отлично. Отлично! А теперь чекайте. У меня есть кольцо. У меня есть мантия. У меня есть алое сердце. Все, им ГГ. Им ГГ. Сейчас пойдет контент. Ой, контент какой пойдет. Готовьтесь. Теперь мне даже нежить не страшна. А не, еще страшна. Знаете, что мне надо? Мне надо радик. Короче, какие мне предметы идеально, чтобы сейчас пришли? Щит 5 тира. Радианс 5 тира. Маска 5 тира. Алое сердце есть, кольцо есть, и вот эта мантия есть. То есть мне не хватает щита, мне не хватает радика и маски 5 тира. Будут эти 3 предмета, все, там ни единого шанса не останется у моего противника. Я его так я его просто высушу. Вот, смотрите, что сейчас будет с нежитью. Смотрите, я даже не опасаюсь. Я уверен на 200 миллионов процентов, что им ГГ. А знаете, почему им ГГ? Потому что могучее кольцо в радиусе 2 клеток агрит на себя всех, и они не могут кастовать свои способности. Вот видите, Зевс АФК стоит, этот АФК стоит, Муэрта ничего не кастовала. А еще работает синергия кунг-фу, как вы заметили, поэтому не имба ни разу. Боже, как мне это нравится. Сейчас челы будут в шоке сидеть от того, что я сделал. Единственная опасность — это Гриттер. Знаете почему? Потому что в текущем патче, вот именно на сегодняшний момент, они пофиксили, что кольцо теперь не работает на Гриттеров. Поэтому это весело. Значит, они могут фиксить что-то в реальном времени. Потому что до этого, когда я вот только патч выпустили, я это кольцо взял, я его себе закинул, и оно работало на Гриттеров. Гриттер не мог кастовать свою способность. Я был в таком дичайшем шоке, когда увидел это. Я сразу сказал, что имбаланс на кольцо. Но буквально через несколько дней я протестил это еще раз кольцо, и кольцо не работало почему-то на Гриттеров. Это было вообще нечто. Это реально что-то нечто. Вот, кстати, вот этот чел на Гриттерах сейчас, классно, что он керрит именно Трента. Я с удовольствием, пусть керрит его и дальше. Это круто. У него, конечно, 2 эма в двойку, вот это не круто. Вообще не круто. Но в любом случае мне плевать, потому что я его и так вынесу, несмотря на то, что у него есть 2 эма. Он не Трента керрит, он эма керрит. Это не тот Гриттер, тю. Я подумал, что это тот Гриттер, который керрит Трента. Так он еще и маску мом закинул. Молодец, дорогой. Ого. А чё провидец так много урона наносит со способностью? Не понял. Вы смотрите. Бум, минус половина хп. Ничего себе. Прикольчик. Бум, минус половина хп. А что это за способность у инвокера такая? Ну-ка напишите мне в комменты, потому что для меня это... Смотрите, все ко мне на стол заходят и смотрят, что у меня за стол такой. Каждый заходит ко мне на стол и прочекивает, что ж у меня там такой забил. Я бы тоже удивился, если бы такое увидел. Но думаю, после текущего видоса эта мантия будет почти во всех таких нестандартных керри, как Тренд, Луна и тому подобное. Потому что это будет нечто. Я, кстати, сейчас уровень себе взял, поставлю синергию богов, чтобы Тренд как можно чаще кастовал свою способность. Значит, знаете что? Можно, в принципе, и Зевса сейчас найти. Найду Зевса, тоже будет очень круто. Потому что...
Ну, не, ну, хотя не знаю. Если выпадет еще одна мантия, то как бы можно или не можно. Вот чувак, который Трента керил. А где кольцо его? Не понял. Я сейчас не понял. У него ж агро-кольцо было. Или мне кажется? М? Ладно. Эх, ну чё, да, у тебя Муэрто в троечку. Но осталось совершенно немного, чтобы ты выиграли через Муэрту, ребята. Совершенно немного осталось. Вот чуть-чуть вам осталось. В скором времени вы будете страдать через Муэрту. Чилы, которые играли только через Муэрту, ребята, готовьтесь. Готовьтесь. Следующий патч для вас, мои любимые. Да, ты меня еще и вынесешь, походу, да? Да, похоже, он меня вынесет. Заметьте, сколько раз у него тычки срабатывают дополнительно. Если бы я играл через Муэрту в гритерах, у меня бы так дополнительные тычки не срабатывали. Мне бы болтяра на все лицо срабатывала бы, а дополнительная тычка нет. Короче, этот гритер для меня сейчас опасен. Посмотрите, какая у чела нежить. Нормальная такая. Ух, знаете, мне аж немножечко, жарковато. Катка такая, потненькая. Ну, короче, теперь можно найти Зевса. Можно попробовать собрать себе в действительности Зевса в двойку. И будет он неплох. Единственное, что я же говорю, что мне нужно пару предметов. Это щит 5 тира, радианс 5 тира и маска 5 тира. Вот эти вот 3 предмета мне сейчас must-have. Все остальные предметы мне нужно скипать. Боже, как... Ну вот, осталось немножко покайфовать с этим кольцом. Но это работает, знаете, в обе стороны. Сейчас найдет чел какой-то, тоже это кольцо себе, и все. И что я буду делать? Ничего, естественно. Муэрто чисто себе стоит, чилит. Ага-га. Я же говорю, кольцо работает в обе стороны. Поэтому если сейчас против меня попадется противник с этим кольцом, то я то же самое буду ставить также АФК. Так, 35 раунд. Из 4 тира, по идее, мне предметы не нужны. То есть ни один предмет из 4 тира мне особо не нужен. Поэтому в идеале мне будет скипнуть что-то и попробовать найти. Ну да, тут мне ничего не надо. Ни башер мне не нужен, ни уклонение. Ну, тут, короче, здесь мне предметы вообще не нужны из 4 тира. Вот не нужны и все. Единственное, что мне нужно, это предметы 5 тира сейчас. Там 2 гритера есть, поэтому любой контроль мне вообще бесполезен. Могучее кольцо, кстати, идеальный предмет против гритеров. О, взгляд Азеса. Ну, кстати, взгляд Азеса тоже классный предмет. Я его оставлю в любом случае. Возьму, наверное, пока что алое сердце. Оно лишним мне не будет по-любому. А что я могу скипнуть из предметов в Трента? Ну, в принципе, можно и так. В принципе, да, можно и так. Не ошибка ли это будет то, что я отдал сейчас клевер? Я думаю, не ошибка. Хотя, может, это и ошибка. А напишите мне в комментариях, что думаете, зря я сейчас клевер перекинул какого-то другого персонажа или не зря? О, у меня скоро Мирана в тройку будет. Неожиданно. Неожиданно и приятно. Чел на нежити себе собрал этого духа в двоечку. Так, ага. Вот у тебя колечко на агр. Понял, принял. Видите, я же говорил, что это будет работать двояко. Все. Ну, мне повезло, что у меня синергия кунг-фу стоит в Тренте. Повезло. Не было бы у меня синергии кунг-фу в Тренте, это было бы совершенно иначе. Но благо завтра выходит патч, и это колечко можно понерфить. Ну, оно понерфится. Вот этого колечка не будет. Оно будет не настолько жесткое, оно просто будет агрить, но способности можно активировать. Кайф? Я думаю, да.
А еще я, кстати, это кольцо хочу оставить, потому что если против меня Гриттер, то там же будет срабатывать вот этот вот... Ого! Так, ребята, вспоминаем мой вопрос, который я задал еще в начале игры. И пишем в комментариях. Не стесняемся, пишем в комментариях. Обалдеть! Так, ну я буду Марси собирать. Ага, пандочка пивная. Ну, пандочку пивную тоже можно собрать. Лишней она не будет, эта панда. Зевс! Отлично. Зря я, конечно, тогда Зевса скипнул. Лучше бы я его не скипал. Ой, сейчас провидец опять свой ветер закастую, да? Понятно, понятно. Благо я Мирану оставил. Видели только, что Мирана закосил свой стан и чел на Муэрте ФК постоял. Но мне можно одно алое сердце скипнуть. Но мне не особо хочется скипать вот это вот, ну, зимнее объятие. Не очень хочется мне их скипать. Взгляд Азеса тоже не хочу скипать, там много хп регена есть у молодых. Не знаю, может потерпеть до 40-го раунда. То пивная панда приходит чуть ли не в каждом раунде, то пивная панда не приходит от слова совсем. Как это работает, в душе непонятно. Так, ну смотрите, две нежити мы уже наказали. Две нежити уже наказаны. То есть вот сейчас еще одна нежить отлетит и все. А я уверен, что она отлетит. Бэм. Не, ну Зевс мало наносит урона, 1800 всего лишь. Боже, чел, который сейчас играет на Гриттерах, думает такой, что это за бредятина, как он меня так выносит, ну как так-то, ну как, у меня же имба. Так, пивная панда в троечку. Замечательно. Ну и, соответственно, я, кстати, предметы закину в пивную панду, так как она самая жирная. А у меня есть алое сердце, как-никак, или может оставить было... Хотя не, лучше в пивную панду, она самая жирная, как-никак. Так и, в принципе, в нее закидываешь все нужные предметы, и она нормально так начинает гасить всех. Мне бы еще, конечно, Марси пришла. Но я уверен, что следующий раунд я выиграю. Уверен, что следующий раунд выиграю, поэтому я, в принципе, не хочу ничего скипать. Чел, когда ты уже киснешь, а? Вот, ей-богу, самый опасный для меня это чел на нежити. Ну, вот, не знаю, он для меня самый опасный. Ну, конечно, у этой нежити стол максимально сильный. Но, я же говорю, могучее кольцо решает вопросы. Чисто реклама могучего кольца. Но это работает до завтра, ребят. Поэтому ролик выйдет сегодня. Я еще раз напоминаю, еще покайфуйте с могучим кольцом, но завтра уже так покайфовать вы не сможете. Оно будет только агрить, но способности будут активироваться. Поэтому готовьтесь. Но завтра будет прикол то, что, скорее всего, намного меньше станет и Муэрт, и нежити в целом. Я, конечно, постараюсь записать этот ролик с нежитью обновленной. У меня винстрик. Так, я могу сейчас предметы скипнуть. Отлично. Так, ну да, я этот предмет скипну. Ну, маска окей, два предмета не окей. Поэтому я, в принципе, сейчас эти бусы отдаю панду пивную, а все остальные я отдаю себе в трента. Так, ну мне в трента сейчас необходим радик. Радик, либо щит 5-го тира. Бессмертие тоже неплохой предмет для меня будет. Кстати, еще на Марсе. Но тут мне надо стол блокировать. Тут мобы, поэтому... Поэтому да. 40-й раунд, боже.
самом деле я не ожидал, что я так протяну. Но мне чисто повезло, что мне пришла мантия короля и пришло кольцо могучее. Не пришло бы кольцо, не пришла бы мантия вовремя, я бы откисал бы «Будь здоров». Вот в самом деле я не знаю, что даже сильнее зарешало. Как по мне, зарешало сильнее кольцо. Кольцо 4-го тира зарешало просто «Будь здоров». У меня аж губы пересохли от такой катки. Настолько она активная, настолько она необычная, что ж губы губы пересохли. Я больше удивлен, что мне хитрец пришел. Вот такой персонаж. Так, Марси, отлично. Вот бы Марси в троечку, так. А если мантию короля закинуть в того же Зевса? Или взять лучше клинок? Просто понимаете, там у одного есть МКБ. Если взять клинок, то оно какое-то будет... Ну, такое себе. Ну, их в кого мне, в АМ его закидывать, что ли? Ну, по идее, только в АМ. Ну, можно попробовать. Или мантию закинуть кого-то другого. Я рискну и закину в АМ. Клевер, конечно, я удивительно закинул. Просто смотрите, чем больше я буду высасывать ману у моего противника, у того же Трента, тем меньше он будет себя регенить. А клинок тени под эльфами будет мне давать максимальный импакт, потому что если у него керри АМ, либо же Трен, то мне вообще плевать. Я буду высасывать его ману, вот как сейчас делает это он у меня. На самом деле это огромная проблема, то, что он мне высасывает так ману. Можно попробовать вообще здесь будет закерить. Ну вот то, что я говорил, видите? Чел сейчас на Эме максимально высасывает у меня ману, это первый раз. И второе, могучее кольцо не дает, которое мне хп реген. Был бы у меня хп реген, у него бы были, ну, не такие возможности. Так, я попробую, наверное, скипнуть. А почему я не могу перековать? Подожди. 40-й раунд, я ничего не переделал ни до 40-го раунда, ни после. Что за бред? А, нет, я до переделывал, точно. До я переделывал. Что-то я как-то протупил этот момент. До я реально переделывал. Ладно, ошибка учтена. Но ты поближе ставь всех. Поближе. Вот этот молодой мне нравится. То, что он ставит всех максимально близко, для меня это огромный плюс. У меня тогда больше шансов, что я весь стол его шотну. Я кривую расстановку сделал. Черт! Ой-ой-ой-ой-ой, не-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 не. Вот то, о чем я говорил. Насколько сильно решает активация способностей у Трента. Вот насколько. Сейчас бы еще ваншоты сработали, да как надо. Было бы замечательно. 2 ваншота, спасибо. Ну чё, как дела? Как дела? Мне не хватает Радика. Не хватает Радика. Мне не хватает щита 5-го тира. И все. 2 таких предмета. И будут ребята сушить весла. Почему говорю за эти 2 предмета? Во-первых, алое сердце работает. Радик просто будет срабатывать тиками чистыми. Это не заблочится никак и все такое. Плюс он дает уклонение. Но уклонение то еще по... Ого. А можно так всегда будет, что я за 2 раунда закликаю себе Зевса в двоечку? Можно всегда так будет? Только не на 40 плюс раунде. А до 40 плюс раунда. Да отвали насморк, алло. Дико извиняюсь, если это слышно на микрофоне, но нос меня задолбал. Все, легкие похолодания и нос улетучится. Носу плевать. Вот, теперь смотрите, у меня максимально близко все сейчас находятся. Максимально близко на всех работает агро. Чаще срабатывает алое сердце. А соответственно, что? Правильно. Больше шансов, что я его ваншот. Ну вот, например, так. Но Гарнет там меня каким-то образом вынес все-таки. Надо расстановку поменять против него. Но у него там, понимаете, АМ. Если бы у него... Ну, вот... Чего же говорить? Ничего уже не сказать.
Мне нужен радианс. Радианс с обычными тиками будет намного лучше работать, нежели сейчас. Намного лучше будет работать. Ну, кстати, если с 45-го раунда, ну, если я доживу, да, если я доживу до 45-го раунда, и с 45-го раунда упадет божественный отпечаток, то у меня будет 4 бога. Правда, на 4 бога это какая-то, ну, не очень хорошая тема. Сейчас объясню почему. А у меня все равно способности не будет срабатывать. Тут же есть чел, который играет через могучее кольцо, один и второй, поэтому мне плевать как-то. А, он все... Ой, молодец. Ой, молодец какой. Ваншот такой чпуньк. Ну чё, ребят? Я думаю, Гарнету будет максимально обидно сейчас. Да, ну ты ж откиснешь, да? Я надеюсь, у тебя сейчас миллион тычек не сработает. Или сработает миллион тычек. И откисну я, а не ты. По закону подлости, давай. Миллион тычек сработай против меня. Миллион этих тюрем. А так вот мне больше нравится. Вот так вот мне больше нравится. Ну, волшебное зеркало хочется оставить. Одним клевером я пожертвую. Но бессмертие я возьму. Бессмертие мне нужно. Понимаете? Бессмертие мне нужно. Хочу того я или нет, но бессмертие мне надо. Ох, и чувствует моя пятая точка, что зря я взял бессмертие. А я возьму мантию. Мне вот интересно закинуть его в Зевса сейчас, либо даже, наверное, в провидца закинуть. У меня, кстати, 4 бога есть, и чем больше будет АОЕ дэмэджа, а у Зевса его довольно-таки много, то в принципе, есть высокая вероятность того, что я буду ваншотать сейчас своих противников. Ну давай, еще одну Марси, чтобы Марси в троечка была. Ну. Да ну... По закону подлости так и должно было случиться, что за 10, сколько там, за 12 монет я не нашел Марси в тройку. Конечно, она не мой мейн персонаж, но все-таки бы мне хотелось, чтобы Марси в тройку у меня была. Я, кстати, сейчас немножко, наверное, расстановку поменяю. Потому что агрессия это жесткая с моего противника. Не, в самом деле это прикольно. Прикиньте, у вас маги с синергией кунг-фу. В данном случае у меня Зевс под синергией кунг-фу. Он же когда будет использовать свою синергию, точнее не синергию, а активацию способности, он будет их, на них будет срабатывать кунг-фу. Ну, в данном случае не сработало. А в данном случае я и в Next поехал, да? 1 хп это... Ну... Короче, мне подсказывает мое сердце, что Марси в тройку могла бы зарешать, но нет. Мне подсказывает моя пятая точка, что надо было мне ролить. Надо было мне ролить, пытаться Радик, а не бессмертие. Ну, я, кстати, закину, попробую в провидца. У провидца все-таки есть АОЕ дэмэдж тоже, но он намного чаще будет этот кидать АОЕ дэмэдж, нежели Зевс. Он Эма закинул в другую сторону. А, точно, он же закинул Эма не просто так в ту сторону. Надо было мне этот момент проконтролировать. Ой, и... Понятно. Короче, там только что два момента сработало. Во-первых, чел на гритере поставил идеально хрону и забрал моих и Зевса, и провидца, и импакта от этого меньше стало намного. Ну и все, в принципе. Ну тут конечно, к сожалению. Ой, лучше бы я искал радианс. Вот честное слово. Лучше бы я искал радианс. Обидно, конечно, но ладно. Что поделать? В самом деле это было что-то нечто. Я не ожидал такой эффект.
не ожидал. Вот не ожидал и все, и тут делай, что хочешь. Короче, ребят, мне удалось вам показать это что-то невероятное даже. Я не знаю, как это назвать. Это реально прикольно. Спасибо моим подписчикам за то, что мне написали по поводу этой мантии короля и синерии кунг-фу. Если бы не они, я, может быть, до этого бы догадался, но через некоторое время. Но в данном случае мне пишут об этом вчера, и я такой, надо это попробовать. Через трентуху, через могучее кольцо, все как надо, делаем синерию кунг-фу. Я результатом доволен. Это невероятный жесткий предмет. Минусов, конечно, тоже пачка. Для начала нужно найти его. Но, в принципе, я хочу сказать так. Если вы играете через синерию кунг-фу, да, вот просто играете через синерию кунг-фу, то вы просто берете там алое сердце, радианс. Если выпала мантия, вы такие... Маршрут перестроен. Либо в Трента, либо в Луну, либо же у Вайпера. Прикиньте, Вайпер под синергию кунг-фу. Я хочу это попробовать. Поэтому в дальнейшем ролик по-любому выйдет с Вайпером. Но вот как я его реализую, пока что еще не совсем ясно мне. Но я хочу это попробовать. Это будет нечто. А так, ребят, понравился ролик? Не забываем кликнуть лайк. Не забываем подписаться на YouTube канал, потому что цель 5000 подписчиков. А также подпишитесь на мой телеграм-канал. В комментариях он закреплен, и там цель 1000 подписчиков. Всем спасибо за просмотр еще раз и всем удачи.